Так, начнем. Ну, наверное, коротенькое вступление будет. Когда мы выходили в 2013 году на рынок, рекрутинговых агентств не было. И была такая скрытая потребность в рекрутинговом агентстве. И вот в 2013 году как раз-таки такое же кризисное событие, конечно, не настолько было сложным, как сейчас. И мы выходили, и оказалось, что уже 10 лет это востребовано, рекрутинг респондентов. Так вот, сейчас часто приходят запросы, касаемые того, можете ли вы помочь с подбором респондентов, но бюджет ограничен. И получается, мы клиенту не могли дать такую возможность выполнить проект без нашего участия, потому что человеческие ресурсы, они также оплачиваются, и приходилось отказывать, потому что некачественный проект мы не можем выполнить, так как рынок очень узкий, и репутация сразу же может быть подорвана. И в то же время клиенту хотелось помочь. Аспиранты часто обращались, социологи. И мы пришли к тому, что почему бы не сделать такой бот, где, в принципе, можно подобрать несложную целевую аудиторию самому. Давайте, наверное, начну с обзора, а потом уже смогу ответить на вопросы. Рекрут сам, можно подобрать респондентов без посредников в виде агентства или рекрутера. Но делаю акцент, если это несложная целевая аудитория. Если это потребитель товаров повседневного спроса, так как если это будут какие-то эксперты или потребители каких-то специфических услуг, то нужно будет обратиться в агентство специализированное. Так, начнем. Сейчас покажу экран. Так, давайте сейчас выберу нашего эксперта, который будет помогать определять, слышно, видно ли меня, потому что в Телеграме всегда это сложно очень вести. Давайте, так. Так, слышно ли меня? Угу. Что ж, давайте приступим. Так. Итак, заходим, находим наш бот. Вводим его в поиски. Так. Итак, тут у нас приветствие, что имеет этот бот, и нужно выбрать, вы клиент или респондент. Ну, мы выберем в данном случае клиент. Нажимаем старт. Вас приветствует первый Telegram-бот. Приветствие. Замечательно. И бот предлагает выбрать клиент я или респондент. Я выбираю в данном случае, что я клиент. И бот рассказывает нам о том, что тут мы можем подобрать нетруднодостижимую целевую аудиторию. Опять-таки делаю акцент на том, что если проект сложный, то с ним уже лучше прийти в агентство. Тут бот рассказывает о том, что публикация вашего поста произойдет вечером после 19:00 на каналы, в чаты. Сейчас в каналах, в одном канале это почти 6000 респондентов, во втором нашем канале 1000 и в чате около 3000. Но бот еще будет увеличиваться, его мощность, скажем так, да, и с увеличением количества постов, конечно же, будет расти аудитория. То есть мы сейчас будем с вами активно его использовать и, конечно же, будем видеть потом результаты, что рекрут будет становиться все проще и проще для нас. Тут есть частые вопросы, видеоинструкция. Ну, мы нажмем «Далее». Итак, тут бот рассказывает о том, что вознаграждение можно выплатить с помощью подарочных карт. Но я думаю, это ни для кого не секрет. То есть, если нет возможности выплатить вознаграждение на карту респондентов, вы можете купить предоплаченные карты. Дальше бот рассказывает про статистику на канале, которую можно будет посмотреть.
в Телеграм-стате. Также делается акцент на том, что пока что база в основном состоит из Москвы, Московской области и частично регионы. Почему? Потому что сейчас активно развивается реклама на каналах в регионах, то есть это некие бартеры, плюс платные рекламы, и аудитория постоянно увеличивается в Телеграме. И, конечно же, потом мы придем с вами к тому, что как с агентством, да, в 2013 году, что это будет актуально и будет набирать обороты. Итак, перейдем далее. Бот предлагает перейти далее. Вы хотите опубликовать платный пост? Да, хочу. Укажите вид опроса. Ну, смотрите, тут мы с вами укажем, например, у нас юзабилити тестирование или интервью. Так, бот спрашивает, какова длительность вашего исследования. Ну, давайте предположим час. Критерии основные, которые должен соответствовать респондент. Ну, тут бы я рассказала бы боту основные какие-то критерии. Давайте предположим, что нам нужны пользователи. Регулярных, например, посылок, да? Регулярных посылок, да? Можно, например, дополнить. Все на ваше усмотрение. Тут зависит от того, насколько вы готовы описать критерии. Советую, конечно же, указать основные критерии, чтобы респондент понимал, да, что за исследование и на что он подаст заявку. Так. Тема опроса, да? Ссылки. Вознаграждение. Тут нужно быть внимательным. Например, оно может быть там в районе 1000 рублей на карту вечером, да? Или подарочная карта. Или предоплаченная карта. То есть тут мы с вами выберем, да, варианты. Так, дата и время. Ну, к примеру, у нас будет 15-16 марта условно. Рабочее время, да? Время по согласованию. Какое подтверждение? Ну, давайте попросим скриншоты, да? Скриншоты из личного кабинета. Смотрите, бот спрашивает у нас, какие мы данные готовы оставить для того, чтобы респонденты могли связаться с нами. Ну, в данном случае мы обычно используем Google форму, но сейчас, наверное, уже скоро Google форм не будет. Поэтому я рекомендую перейти на Яндекс формы, и, в принципе, можно вставить тут ссылку на вашу форму, и куда респондент может, например, внести какие-то данные о себе. Или, например, можно указать никнейм. Никнейм, к примеру, либо почту, может быть, телефон, если у вас какое-то срочное исследование. На выбор. На какие вопросы должен ответить респондент? Перечислить сообщения ниже одним сообщением. Ну, смотрите, наверное, частые вопросы это можно спросить у респондента, работают ли у него, да, знакомые или друзья в сфере логистики, наверное, да, тут у нас такой триггер логистики, маркетинга, да, маркетинга, и там какие-то еще, например, вы укажете. Например, один основной вопрос, да, и второе, например, как часто в месяц вы отправляете посылки, к примеру, да? Так, замечательно. Смотрите, бот у нас спрашивает, вы не используете Google форму, да, например, для сбора заявок. Может быть, еще какой-то вопрос вы готовы задать дополнительный, который будет скринирующим. Давайте спросим, к примеру, да, какую компанию используют для отправки, да, для отправки посылок.
такую компанию используете для отправки посылок. Бот благодарит нас и сообщает, что можно оплатить деньги, либо запросить счет. Счет на оплату он придет на e-mail. Это если вы будете платить с счета компании. Вот, пока это еще у нас дорабатывается. Оплатить бот можно сразу же. Смотрите, еще небольшое вступление. Так как все, кто у нас сегодня на нашей демонстрации нашего бота, можно ввести такой код 1, 2, 3, 4, 5, и он дает возможность первый ваш проект тестово разместить бесплатно и посмотреть, будет ли отклик, да. Конечно же, беру во внимание, что начинать что-то в любом случае это всегда сложно, быть первопроходцем, но я просто вижу, что это уже необходимо, и сейчас урезают бюджет, и, конечно же, это такой как выход из ситуации, попробовать найти респондентов самостоятельно. Вот мы с вами введем этот код 1, 2, 3, 4, 5, и дальше бот нас оповещает о том, что публикация вашего поста с исследованием появится после 19:00. Также можно написать поддержку. Мы оперативно ответим. Вот наша поддержка, бот вас будет приветствовать, и тут можно какой-то вопрос задать. Добрый день. Уточнение там какое, например, да? Вот. И мы оперативно получим ваше сообщение и ответим на него. Вот, наверное, сразу хотела просто продемонстрировать, как бот работает. Вот, потому что просто видим, что часть рынка, она такая свободная, да, именно для того, чтобы можно было самостоятельно искать респондентов. Так, давайте, наверное, сейчас демонстрацию закроем. Остановить. Так, главное, чтобы у нас наш обзор записался, потому что в Телеграме это всегда сложно делать. Кстати, небольшой акцент. Если Zoom закроют, то мы сможем проводить исследования в Телеграме. Вот. И можем респондентам помогать освоить его, то есть там показать экран и прочее. Ну вот, это как вариант. То есть, давайте, наверное, сейчас отвечу на вопросы. Вот, наверняка они появились. Давайте, кто хочет задать вопрос, поднимите руку. Тут все так в Телеграме. Давайте, если у кого-то есть вопросы, можно их задать. Так. Вижу рука. Угу. Давайте. Да, добрый день. Уже вечер. Так. Сейчас не слышу. Так. Да. Слышно? Да, главное, меня было все это время слышно. Да, все слышно, все прекрасно. Да. Мне интересно, каков уровень вообще сложности при поиске респондентов. Вот мы часто сталкиваемся с тем, что нужны там не потребители B2C, а какие-нибудь B2B-шные представители. Есть такая возможность или пока ограниченная выборка? Ну, смотрите, в самом боте можно также указать, допустим, когда вы будете размещать пост, о том, что за рекомендацию такого респондента вы готовы, например, там оплатить там 500 или 1000 рублей, например, если кто-то порекомендует своего знакомого. Аудитория, она большая очень, и, соответственно, часто очень происходит, что кто-то рекомендует каких-то экспертов, но, конечно же, пока так легко
сложно будет найти совсем там каких-то редких экспертов, редких потребителей товаров и услуг. Больше он заточен, конечно же, на таком массовом сегменте. Вот. Но, тем не менее, рекомендую, часто такое происходит, когда какая-то рекомендация платная, вы размещаете, например, что за рекомендацию вы готовы, там, например, там, платить. То есть это будет как рекрутеры, знаете, когда вы даете, например, проект, да, то эти респонденты, они выступают в качестве тоже еще и рекрутера, так как аудитория большая, и можно сразу это все Да, я вас поняла. Спасибо. Спасибо. Да, спасибо, да. Так, ну вот у нас был один вопрос. Давайте, наверное, сейчас посмотрим. Второй вопрос, может быть, кто-то хочет задать, потому что да, обычно все сложно. Ну и к тому же сложно перестраиваться, потому что как бы привыкаем мы к одному, но в Телеграме сейчас, конечно же, будущее в Телеграме, потому что, ну, не так давно, около месяца назад, были в Шишколе, и там как раз для социологов был такой обзор вот этого бота, и я рассказывала вообще, как можно самому искать респондентов, да, как это делать в Телеграме. Но, конечно же, это будет гораздо сложнее, потому что, ну, мы тратим бюджет на развитие каналов, а если самому, то это, конечно же, тоже можно, но это будет более сложнее. Но, тем не менее, это можно посмотреть вот в этом фильме. Фильм на 16 минут, обзор. Я как раз-таки рассказываю там о том, как самостоятельно искать. Вот. Так. Все, наверное, сейчас, может быть, еще кто-то задаст вопрос. Трансляцию мы опубликуем. Вот, мы будем также регулярно проводить эти трансляции до того момента, пока бот не начнут использовать. Потому что я помню, когда мы выходили, ну, активно использовать, потому что когда мы выходили в 2013 году, и агентства этого не было, рекрутингового, и, конечно, было сложно донести, что вообще оно нужно на рынке. Как бы, и была такая скрытая потребность. Вот сейчас есть эта скрытая потребность в подборе респондентов, в оптимизации этого бюджета и делать это самостоятельно, но пока еще сложно перестроиться и компаниям, и, конечно же, и менеджерам. Вот. Но я думаю, за этим будущее. Вот. Особенно актуально сейчас в нынешнее время, потому что, ну, конечно же, когда ты обращаешься там или в агентство, или если в маркетинговое агентство, там, конечно же, бюджет будет более большой, потому что там идут трудозатраты именно на сотрудников. То есть и часто, когда запрос приходит, мы, конечно же, его оцениваем, но клиент не может, например, позволить себе заказать такое исследование, такой рекрутинг. И сейчас мы будем перенаправлять часть клиентов на бота. И будем также развивать бот. Вот это, конечно, очень интересно. Знаете, я для себя лично открыла очень много интересных таких фич в Телеграме. То есть Телеграм — это, конечно же, такая кладезь, и безумно это все очень интересно изучать. Вот. Так что спасибо. Если у нас вопросов больше нет, я публикую нашу встречу с вами. Мы ее скоро еще продолжим. Вот. А завтра будет публикация вырезки из интервью на нашем канале. Вот. С Максимом Марченко. Это UX-исследований руководитель в Банке.ру. Такая очень интересная и актуальная по нынешнему времени. Тоже спасибо большое за встречу. Всем до связи. До новых встреч. Пока-пока.